Привет, друзья! Хочу поделиться рецептом желе из крахмала мунг, бобов мунг, или как называют его корейцаром, муги. Это очень популярное блюдо, особенно в летнюю пору. Крахмал из бобов мунг доступен во многих азиатских продуктовых магазинах в просторах СНГ. Для достижения идеальной консистенции желе пропорция крахмала и воды должна быть 1 к 6 по объему. Нагрейте 5 порций воды в кастрюле, смешайте 1 порцию холодной воды с 1 порцией крахмала из бобов мунг и вылейте это все в кастрюлю. Еще для вкуса я добавляю ароматизированную соль, кунжутное масло. Все это перемешиваем и довожу до кипения. Затем постоянно помешиваем крахмал, так как он оседает. Вливаю воду и продолжаю мешать венчиком до тех пор, пока желе не загустеет. Как видите, этот процесс занимает максимум минуту, и уже желе становится прозрачным и светлым. Выключаем огонь и сразу же выливаю, пока он горячий, в подготовленную посуду. Готовое желе быстро схватывается, и уже через 1,5–2 часа при комнатной температуре он застынет. Подготавливаю заправку для лапши. Режу сначала овощи. Огурец режу тонко вдоль, затем соломкой. Беру 1 перец острый, разрезаю вдоль пополам и очищаю от семян. Также режу соломкой. Паприку красную тоже режу тонко соломкой. Разбиваю 2 яйца в подготовленную миску. Солю немного и взбалтываю. Поджариваю на небольшом количестве масла. Получается 2 блинчика. Слегка остужаю блинчики, затем накручиваю в рулет и режу тоненько, как на лапшу. Все нарезала, теперь подготавливаю соус. В большую глубокую чашку кладу мелко нарубленный чеснок и соль. Но особую пикантность придаст этому блюду бальзамический соус. 2 чайные ложечки достаточно. Кладу сахар немного и молотые кунжутные семена. Наливаю соевый соус, кунжутное масло и воду холодную. Слегка перемешиваю и пробую. Добавляю затем яблочный уксус. Слегка кисленький соус отлично сочетается с лапшой мунг. По своему вкусу вы можете добавлять уксус чуть больше или меньше. У меня уже через 1,5 часа желе отлично схватился и стал упругим и гладким. Получилась вот такая глянцевая поверхность. Режется как по маслу. Лезвие ножа можно смачивать водой. Разрезаю шириной примерно полсантиметра и затем режу на полоски. Совсем тонко нарезать можно, но нежелательно. Все-таки желе очень нежное и хрупкое. Есть много разных измерений соотношения воды и крахмала. 1 к 5 более плотное желе получается, 1 к 7 очень мягкое и нежное. И это же соотношение 1 к 6 вполне идеальное, что указано в данном рецепте. Укладываю нарезанную лапшу в глубокую тарелку, наливаю туда соус. Добавляю еще перцовое масло. Украшаю блюдо. Сверху кладу нарезанные овощи и яйца. Затем перец остренький и посыпаю зеленым луком. Это очень вкусное и легкое блюдо получилось. Это так приятно, когда гладкое, бодрящее, прохладное желе стекает по горлу. И это похоже на кусочек рая. Спасибо за просмотр.
С вами была Наталья. Пока-пока!